Его так сильно била дрожь от испуга, что от боли заныло все тело. Казалось, что еще секунда и сердце просто разлетится на мелкие кусочки. А душа в это время рыдала, и невозможно было остановить ее. Именно так все происходит, когда собака, у которой был дом, хозяин и его забота, вдруг стала ненужной. Перед нами стоял паренек, который все никак не мог понять, что они с хозяином здесь делают. В его взгляде читался вопрос, кто эти люди, который был предназначен человеку, разговаривавшим с администрацией приюта. Еще он не мог понять, почему в этом месте так много собак, нервно оглядываясь по сторонам. Оформили все необходимые бумаги. В руки нам передали поводок, который еще пах домом. И именно с этого момента только этот запах говорил нам, что этот паренек еще вчера спал в тепле, а сегодня он стал не нужен хозяину. А через несколько минут за Джеком закроется дверка вольера на защелку, и на нем повесит табличку с номером нового заключенного, которого посадили в тюрьму несправедливо, ведь он не совершал никакого преступления. Такое происходит, однако всякий раз, когда мы ведем таких как Джек, ноги становятся ватными. И в этот раз у нас отняла речь. В горле застрял ком, дышать нечем, словно рыба очутилась на суше, чтобы сдержать поток слез. Мы подвели Джек в его ряд, где ему уже выделили вольер. Вокруг громко лают другие питомцы, а он замирает на месте и не хочет идти в свой ряд. На морде читаются паника, шок, страх от того, что происходит вокруг. Мы пытаемся взять его на руки, поскольку наши сердца разбиваются на мелкие осколки. А Джек, он на руках обмяк. Не успокоился, а обмяк от страха, шока и перестал дышать. Целую неделю на душе скребли кошки, ведь перед нашими глазами были его глаза, которые глядели на нас уже из-за прутьев вольера. Он не понимал, что мы здесь только волонтеры, приходящие помогать таким, как лишь раз в неделю. Когда мы уходили, Джек смотрел нам вслед, и в глазах читалось отчаяние. «Вы тоже меня бросаете?» Конечно, мы здесь не виноваты. Однако именно у бывших домашних собак за один день происходит сразу два предательства. Когда мы пришли в приют через неделю, то в первую очередь отправились к Джеку. По его глазам было видно, что неделя далась ему тяжело. Мы открыли вольер. А Джек? А он аккуратно поставил нам свои лапы на плечи и заглянул прямо в глубины души. В его глазах читались любовь и нежность.